Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками и приветствуйте новых гостей на канале. Ролов От на связи прямо сейчас. Ролов, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Ролов От – это, скажем так, очень известный человек, но под другим именем в Украине. И о событиях, о которых мы будем говорить, мы обязательно подчеркнем определенный период, где именно вы, это легко гуглится, Денис Шевчук, собственно, и стояли у истоков определенных процессов, которые изменили все. Но начать я предлагаю все-таки с судьбы Украины по состоянию на сейчас. Выходит Зеленский и делает свежее заявление. Сейчас же вокруг победобесие вокруг, да? То есть Украина выигрывает, Россия не смогла добиться целей, и как могут тянут вот эту пропагандистскую историю уже которую неделю. Трамп дал отворот-поворот и занимается сейчас Газой, там тоже не все просто. Но вроде как Украина в стороне, мол, воюйте, давайте, забирайте границы 91 года и дальше. Под этим лозунгом сейчас, собственно, украинцев всячески пытаются их эмоции использовать именно на продолжение войны. Как вы видите, почему эта война никак не может закончиться? В чем истинная причина? Потому что, казалось бы, все прекрасно понимают, выжженное поле, разрушение, смерти, но тем не менее люди улыбаются и жарят, кашу варят, в шостке без света, и это демонстрирует потужность и незламность. На самом деле, с одной стороны, мы говорим про то, что все разрушено, с другой стороны, это можно называть строительной площадкой. Я бы, наверное, буду чуть отличаться от ваших спикеров. Я бы об Украине говорил в прошедшем периоде. Потому что мое глубокое мнение о том, что Украина не сохранится как государство. В связи с этим, с этой логикой мы можем и продолжить нашу беседу. Потому что вся проблема стоит в том, что в этом и есть суть проблемы. О том, что журналисты и многие люди, которые находятся в информационном поле, разговаривают сами с собой, слышат только себя и совершенно не воспринимают вторую сторону. А обратите внимание, вторая сторона почти молчит и просто делает свое дело. И, на мой взгляд, эта история закончится тем, что государство Украины закончит существование. Хорошее начало, резко, с места в карьер. Однако, есть и абсолютно противоположная точка зрения. Деньги выделяют, оружие дают. И вы применили очень интересный термин «вторая сторона», «другая сторона». Мне попали, люди пересылают и освежили в памяти цитаты, тоже, ополченца из Лисичанска, который Лисичанскую Народную Республику создавал во время 2014 года, во время событий на Донбассе, АТО. И он четко в дневниках своих, я имею в виду Мозгового, он четко выписывает, что мы-то, конечно, все кинулись воевать, но главная война это будет между российской, славянской цивилизацией империи и цивилизацией западной. А нас все просто сейчас используют. Причем с одной стороны и с другой. Ведь погибают условно бывшие братья. Поэтому что есть другая сторона, как вам видится? Дело в том, что для того, чтобы ответить правильно на ваш вопрос, нужно понимать суть самого государства Украина. И вообще, что такое Украина. В этом есть суть этого конфликта вооруженного. Дело в том, что украинская нация – это нация, когда люди решили создать политическую нацию. То есть, когда из русских люди по своей собственной инициативе, с поддержкой определенных сил, люди перестроили себя в национальность, которую они сейчас именуют, идентифицируют как украинец. В этом и есть суть всей проблемы. Дело в том, что Украина является государством,
И при всех, так сказать, моментах, я понимаю, насколько это больно, наверное, звучит для тех людей, которые отдали, ну, для родственников, которые отдали жизнь и вообще находятся в этом аду, который сейчас, как бы, то, что происходит сейчас. Но суть от этого не меняется. Дело в том, что другая сторона, это Российская Федерация, и далеко она не славянская, потому что там очень многие народы живут, и назвать так, что это славяне против каких-то неславян, ну, на мой взгляд, абсолютно, так сказать, неправильно суждение. Но вспомните, когда все начиналось, президент страны российской, Путин, он сказал такую вещь. Северная война продолжалась 21 год. Это было буквально на второй или на третий день начала войны. И говорит, и мы готовы к этому. То есть, с самого начала цитата Путина, это было буквально в начале пути, о том, что они будут решать первопричины этого конфликта. А первопричины конфликта – это о том, что на границе с Российской Федерацией начали строить фактически ЧВК, который сейчас называется Украина, для того, чтобы это ЧВК за не очень дорого отправить против Российской Федерации. Фактически, это, на мой взгляд, это обыкновенный даже не военный конфликт, это обыкновенный гоп-стоп. И сейчас, когда этот гоп-стоп не получился, да, по привычке, по определенной по определенным направлениям как бы оружие идет. Но дело в том, что мы видим все, что этот поток иссякает, и он иссякнет, потому что в Европе идут определенные серьезные изменения, правые приходят к власти, люди недовольны. В Лондоне мы видели 1 миллион человек на улицах, и этот процесс, он движется, и он закончится катастрофой для украинской государственности. Ну, то есть, условный там последний костыль Зеленского, Европейский Союз уже дает трещину и может... В общем, точки опоры этой не будет. Трамп развернулся, занимается своими делами, готов продавать, а Европа не готова будет покупать для Украины. То есть формула условного поражения государства Украина и военного поражения заключается в этом, вы считаете? Я считаю, что сама авантюра войны, а это было в чистом виде авантюра, которую нельзя было ни в коем случае допускать, находится в том, что по привычке кто-то кого-то грабит. Мы знаем прекрасно о том, что в Российской Федерации имеет почти 100 триллионов богатств в недрах. Это серьезный большой кусок для грабежа. И те процессы, которые происходят сейчас в макроэкономике, и главная задача глобалистов, так называемых, то есть той второй части, которая сейчас ведет эту агрессивную войну, это о том, чтобы тот кризис, о котором мы все говорим, и который мы чувствуем, что он где-то рядом, он начался у них позже, чем, как они считают, развалится Россия. В этом и есть как бы план. Потому что они хотели поставить Россию на колени и таким образом активы российские пустить фактически на залатывание своих экономических дыр. Если вы помните, в 1989 году была подобная ситуация, и был сложнейший кризис в западной части экономики, потому что там есть так называемый глобальный юг, там, западная часть, да, там был серьезный кризис. И из этого кризиса вывели исключительно развал Советского Союза. Потому что огромные активы пошли на залатывание дыр экономических и просчетов западной модели экономики. Сейчас произошла точно такая же история. То есть, фактически, зная прекрасно, понимая, что впереди огромное цунами экономического кризиса, люди, которые понимают и получают новости не от журналистов, получают серьезные аналитические сводки, они прекрасно понимают, что они находятся на грани. И сейчас дискуссия стоит, что быстрее упадет. Развалится Россия или упадет западная экономика? А давайте два варианта проиграем. Давайте. Ну вот смотрите, о экономическом кризисе говорят уже давно. Выходят там кто Кийосаки, да, кажется, с постом, что вот... сдавайте доллар бумажный, покупайте золото, крипту, скоро жахнет.
Причем это перманентно звучит. Раз в неделю, 2 раза в неделю мы слышим от известных, скажем, деятелей, причем западных, о том, что вот-вот-вот, эта осень сулит большие неприятности. И складывается впечатление, что вот этой войной, причем там в Газе, в Украине, там вот этими протестами внутри Америки, вот эти иголки или там, да, как это, хорошее украинское слово, наезжачивание на Венесуэлу, вот эти все, скажем так, моменты и вой в средствах массовой информации нам просто, ну, скажем так, затирают эту картину. А кризис, вот он уже идет и сейчас как жахнет. 2 варианта давайте рассмотрим. Кризис жахнул, Россия в войне, Украина, собственно, не пропала, да, а есть то, что есть, но уже кризис. И второй вариант, да, ну, второй вариант давайте потом. Ну, дело в том, что кризис не жахает просто в одночасье. На самом деле кризис уже идет, и показатели этого кризиса – это когда Facebook стоит дороже «Газпром». Это является Очень, показателем очень кризиса. хорошее сравнение, кстати. Это прям потрясающе. То, что воздух, то, что, ну, вот просто ни о чем, и то, что конкретный углеводород, да, да, круто. Да, это и является как раз этим показателем. И сейчас в ситуации, которая происходит, как бы мое мнение экспертное, а я все-таки как бы экономист со стажем, мое мнение внутреннее о том, что должно быть решение, и это решение активно ищет американская сторона с российской. Потому что при всей такой театральности или шоу-бизнесе Трампа, он как раз получает новости не от журналистов, он получает аналитику. И вот эти так называемые непонятные его движения, да, понятно, что есть особенности какие-то собственные эмоциональные, но то, что он делает, я лично очень хорошо, четко понимаю, к чему это все двигается. Потому что он, конечно, заложник демократии, у него впереди выборы в Конгрессе и всякие разные такие вещи, которые на самом-то деле российская, китайская модель не подвластны как бы этим движениям, а у них это все это является, ему приходится еще на самом-то деле играть на внутренний рынок. Но Трамп как раз человек, который понимает всю глубину проблемы, и они пытаются найти решение. Что касается Венесуэлы, что касается Газы, я бы не смотрел бы на Газу, я бы смотрел бы на Иран, потому что основные все посылы, которые происходят в Европе за последние века, это островные, так сказать, интриги из Лондона. Потому что, в отличие от Америки, у которого имеет запасов, например, там, условно, 45 триллионов, да, если мы берем на богатство подземное, и заявление Трампа о том, что он хочет присоединить Гренландию и Канаду, и, скорее всего, Венесуэлу, судя по всему, все движения происходят, то Британия сейчас делает все для того, чтобы развязать крупнейшую войну на Востоке, для того, чтобы дорваться до иранских богатств, для того, чтобы они прекрасно поняли, что с Россией у них не получилось. И о сценариях. То есть вы сказали, что Трамп с Путиным ищут выход из ситуации. Получается, Россию разваливать никто не хочет. А вы сказали только что хочет. Они хотели в самом начале, в 2022 году, это был апогей как раз этого плана. Над ним работали очень долго, с времен развала Советского Союза. И об этом много раз говорили, о том, что, например, Россия там 2 раза подавала заявку в НАТО, к примеру. И категорически им отказывали. Ну, потому что как они могут защищать сами себя? У них планы были изначально о том, что, вы же помните, бензоколонка с ракетами. Вот сейчас, например, начался бумажный тигр, там всякие разные такие слова. На самом деле, они разговаривают сами с собой, точнее, они разговаривают не сами с собой, они разговаривают с собственной паствой, со своими проповедями, не слышат абсолютно другую часть мира, которая на сегодняшний день имеет ВВП. Например, мы знаем прекрасно, что, например, тот же самый БРИКС
имеет ВВП больше, чем G7. И так называемый развал экономики, при том, что сейчас как раз на той части планеты идет рост экономики, это все слова. На самом деле, сейчас мы видим о том, что авантюра, которая называется «Развал России», он пришел к краху. Кто-то еще по привычке пытается сделать, потому что легче один раз обмануть, чем кому-то объяснять, что тебя обманули. Это как раз находится общество все как раз в этом таком состоянии, когда людей обманывали много лет, да, все СМИ работало на этом. А теперь это не, ребята, давайте расходиться. Это как было на Майдане в свое время. Вот в начале беседы вспомнили о том, что я имел отношение к Майдану. Вот где-то примерно такая же история была там. Это было в минимальных, так сказать, объемах по сравнению сейчас с мировым кризисом. Но фактически в мире сейчас происходит такой маленький Майдан киевский. Ну, мы сейчас поговорим об внутриукраинских делах, попробуем разобраться, куда дальше пойдет конкретно для Украины, украинцев. Я все-таки один маленький подтекст, да, всего происходящего. Смотрите, вот эти ракеты, о которых сейчас все говорят, причем одни... Томагавки. Да, томагавки. Причем одни говорят, нет этих пусковых установок, другие говорят, да нет, уже чего-то завезли, уже как бы они и томагавки уже в Украине, и в общем, ну вот по-старому все это, да, как вот помните Шторм Шэдоу, там в Скальпы, а они уже в Украине были. Одни немцы поджали Таурусы, вроде как не дают. Ну ничего, склепали какую-то ракету, назвали Фламинго, и уже сегодня немецкая пресса пишет о том, что в Крыму были там 3 удара ракетами, 15 метров в воронке. То есть смотрите, тут же очень важный момент. Такое ощущение складывается, что вот если мы как бы держим в уме, что план условно развала России не отброшен, а его доигрывают и пытаются, ну, скажем так, да, каким-то образом осуществить, то тут же очень все, если, как вы говорите, давайте сверху, сбоку, давайте абстрагируемся, попробуем проанализировать с холодной головой, давайте. То есть идет украинский удар, какими-то ракетами. Их называют ракетами украинскими, баллистическими. Зеленский выходит, говорит, у нас есть оружие. И этот удар какой-то чувствительный, ну вот тяжелый. Ну вот, например, мыс, это тоже очень маленький, мелкий пример, но тем не менее. Мыс Маслово, Белгород, да, то есть туда прилетает, там, ну, пристань, и, в общем, там, пострадавшие, жертвы, ужас что. Но мы видим какой-то удар, который болезненный. Россия что должна делать? Согласно доктрине, бить ядерным оружием. Это вот один кейс. И второй кейс – это ситуация с атомными электростанциями. Мы видим, как она выскакивает опять с АЭС, или там удары по подстанциям. Короче, ядерная угроза. Ну, мол, если ЗАЭС бахнет, то там огромный радиус заражения. И вот это... Вот или применение ядерного оружия, или какая-то авария, связанная с ядерным оружием, она как бы заставит весь мир отвернуться от России. Внутри начнутся процессы, люди недовольны, и развал. То есть, я правильно понимаю логику? Весь мир в труху. Да, весь мир в труху и ядерный пепел. Александр, смотрите. Дело в том, что как никто, вы знаете прекрасно о том, что до томагавков были Таурсы, были Тигры, были F-16, что там еще было? Были Джавелины. А если еще немножко глубже покупать, был фиолетовый луч. Ну, кто не знает, рекомендую почитать Паустовского или послушать, например, в Ютубе. Называется «Фиолетовый луч». Это было страшное оружие, которое украинские власти УНР рассказывали как бы местному населению, что сейчас, значит, придут французы, и они разработали как бы сверхоружие, которое поможет сокрушить врага. Ну, так или не так, Александр? Понимаете, государство, это можно его сравнивать с многоквартирным домом. Это если мы говорим о коммуникациях. А если мы говорим о физическом состоянии, это фактически человеческое тело. Для того, чтобы человек упал, для этого, точнее, погиб, для этого нужно поразить определенные точки. И на самом деле в человеческом организме
боженька так сделал, что даже при попадании в какие-то жизненно важные органы, такие как, например, голова, не всегда, не во всех случаях как бы человек погибает. Да, он будет не совсем, как бы, может быть, адекватен с точки зрения момента. Но, в государстве точно такая же история. Я небольшой эксперт военный, и точнее вообще не военный эксперт. Но я слышал очень хороший анализ от одного серьезного военного эксперта, который сказал о том, чтобы Россия упала, вот физически, да, вот как на ринге собираются два бойца и бьются, так сказать, на перчатках. Так вот, для того, чтобы Россия упала в нокаут, в России должно быть полностью уничтожено 1 150 000 объектов. 1 150 000 объектов. На Украине он называл цифру 230 000. Для того, чтобы Украина упала. Так вот, никакие томагавки, никакие виды оружия, мы сейчас говорим не про ядерное оружие, мы сейчас говорим про... не решат эту проблему. Сейчас ситуация происходит так, как она происходит. Украина на сегодняшний момент, и мы, все люди, которые еще пока являемся гражданами Украины, должны об этом задуматься. То есть, фактически нам нужно остановить это безумие, и именно об этом думать, как остановить эту страшную войну. Потому что все сказки по поводу того, что Украина может победить Российскую Федерацию, это с самого начала была авантюра, это было с самого начала вранье. Это сделать Украина не сможет. И даже если пару там сотен томагавков, хотя я абсолютно уверен, что его никто передавать не будет, но даже если они придут, и эти пару сотен прилетят куда-то, да, это будет с точки зрения человеческих судеб, наверное, катастрофа. Погибнут люди. И, скорее всего, очень многие погибнут мирные. Точно так же, как на Украине гибнут мирные. Это трагедия. Но абсолютно для государственности России это не будет иметь никакого значения. То бишь, нету волшебного оружия, тем более томагавков, которые могут поменять то, что происходит сейчас. Украина уже проиграла, и мы должны это понимать и фактически думать, а что делать дальше. Вот об этом сейчас нужно думать, а не продолжать воевать и в эту топку сбрасывать невинных людей. Давайте подумаем об этом, но перед тем, как об этом подумать, я бы хотел с вами, как и с политэкономом, и с человеком, приложившим руку к украинской истории, Спасибо. хотел бы все-таки обсудить очень важные моменты. Значит, момент первый. Вот ровно так, как сейчас, если мы так берем и посмотрим на Украину, как на сегодняшнюю Украину, как на государство, мы видим, что вся законодательная база, все, да, подчинено военному положению. Все, что за эти 3 года с лишним, да, принято парламентом, депутатами, все, что какие постановления Кабмина не выписываются, все опирается на военное положение. Если это военное положение убирается, все сыпется. Мне, конечно, там в этом оппонируют мудрые эксперты и говорят, не-не-не, ничего не сыпется, а будет откат к нормальному варианту Конституции, но мол, можно это все быстро подшаманить. Но мы же понимаем, что к нормальному варианту, да, Конституции и законодательства откат уже невозможен, потому что это невозможно уже, да, вот как это там, право на жилье, право на жизнь, и так далее, да, вот эти все истории там с языком. Свобода слова, язык и так далее, и так далее. То есть мы понимаем, храмы уже забрали, куда ты откатишься, да, там, и так далее, и так далее. Не будем сейчас предметно разбирать примеры. Так вот, это с точки зрения государственного устройства и государственного аппарата и государственной политики украинской сегодняшнего дня, что это невозможно. То есть реально юристы за голову хватаются, если убрать военное положение, все. Другой аспект идеологический. Если убрать условно, да, нарратив Майдана,
да, свободу, гідність, да, вот это. И посмотреть на Майдан под другим углом и, ну, собственно, культ Майдана развенчать, то тогда такой же крах, только идеологический, и, в принципе, можно закрывать вообще проект Украина. Потому что все пропитано вот этой историей. Вы этот Майдан начинали. А у меня возникает вопрос. А как и зачем вы, человек, отстаивавший определенную, ну, давайте так, я назову это проще, потом расскажете сами эту концепцию, там, федерализацию Украины, выходили и начинали... Никогда федерализацию Украины я не отстаивал. Никогда в жизни. Никогда, Александр. Извините, что я вас перебиваю. Да, Потому что кальками определенными двигаетесь. У меня немножко нестандартная история. Из-за этого я попытаюсь сейчас вам немножко как бы ее в двух словах объяснить логику. Во-первых, хотел бы сразу подчеркнуть, что Майдан – это не единое целое. Майданов было много. И у каждого этапа были свои отцы. Мой этап Майдана закончился разгоном студентов на Майдане. Я создал студенческий Майдан. Я могу сказать о том, что да, действительно это было. Ну, дело в том, что, опять же, украинская генеральная прокуратура на меня возбудила уголовное дело, тогда еще при Януковиче, о том, что я был как бы создал массовые статья, как это там называется, значит, массовые мероприятия, или как, значит, в общем, они возбудили на меня уголовное дело по концовке. Да? Значит, история была следующая. Почему я это сделал, Александр, да? да. Зачем вам нужен был Евромайдан? Опять же, Евромайдан мне не был нужен. Был студенческий Майдан. Евромайдан, если опять же брать на этапы, вот это вот момент очень важный. Был этап студенческого Майдана и был Евромайдан. Сейчас мы это все назвали в общее слово Майдан. Потому что были некоторые этапы, которые сейчас очень всем невыгодно вспоминать. Я был свидетелем этих событий в те времена. Итак, украинское общество накачивали на евроинтеграцию. При этом накачивали довольно-таки серьезно. И на протяжении 3-4 лет, если вы помните. Потом резко, как это бывает у власти имущих, особенно, так сказать, из восточных регионов, они говорят, да нет, мы все передумали. Значит, у нас не будет теперь евроинтеграции. Все, закончили. Расходитесь по домам. Помните, примерно так это все было. Таким образом, было накоплено огромная... То бишь, фактически власть подыграла, взрастила своего монстра внутри страны. Вот это разделение двух Украин, то бишь, была Украина Януковича, то, что и сейчас происходит. То бишь, сейчас есть люди, которые хотят оставить другую Украину, хорошую Украину, там, и так далее. То бишь, есть плохая Украина, а есть хорошая Украина. Но на самом деле это огромное заблуждение, это огромная ошибка, и это является, так сказать, очень серьезным, так сказать, камнем, да, преткновения. Так вот, тогда, когда Мустафа Наем, вы помните, значит, предложил выйти на улицу, и после этого уехал в Литву по-быстренькому. То есть, все вот эти вот ребята, которые потом били себя в грудь о том, что мы там что-то там делали и так далее, на самом деле они все были на зарплате в администрации президента. Если не на зарплате, то, по крайней мере, были лояльными. Януковича. Конечно. Администрация президента была одна. Они все, значит, были там, если не напрямую, то рядом. Так вот, Мустафа, к примеру, Наем, он, да, написал пост, а потом как бы быстренько уехал. Потому что на студенческом Майдане его не было вообще. Он был постоянно за границей.
как и как Петро Порошенко. Помните? Значит, я прошу у Майдана разрешения выехать в Европу для решения задач. И вот Майдан ему давал разрешение, они все уезжали. Так вот, когда это начало происходить, все уже забыли о том, что оппозиция собрала Майдан на Европейской площади. И получилась очень интересная история, когда студенты, а на самом деле я на Майдане встретил огромное количество прекрасных людей, умных, разумных, энергичных, порядочных, очень-очень-очень светлых людей, которые, как обыкновенные люди, пытались искать перемен. Искали. Да, они находились в определенной вакууме, они находились в определенном информационном моменте. Я сейчас не про лидеров Майдана. Я сейчас говорю про обыкновенных людей, которые были просто, приходили на Майдан. Так вот, в это время параллельно был Майдан оппозиционный, в котором был Яценюк, Тягнебок и, прости господи, этот самый Кличко. И вот вечером, когда я на тот момент работал в Министерстве сельского хозяйства, вышел с работы, проходил мимо Майдана, вижу люди. Я подхожу и вижу, значит, студенты на камнях, абсолютно голодные, холодные, как бы, и так далее, ведут переговоры с Яценюком. И речь примерно такая. У вас нету шансов вообще никаких. Идите на Майдан к нам, на Европейскую площадь. У нас музыка, у нас колонки, у нас чай, у нас структура, у нас как бы все. Мы, значит, будем качать эту власть. На что студенты говорили, мы не хотим с политиками иметь дело. Мы не хотим, потому что вы все продажные твари, и как бы и дальше по тексту. И вот дискуссия была именно такая. И когда Яценюк очередной раз сказал, у вас нету шансов удержаться здесь на камнях без нашей поддержки и без наших, так сказать, возможностей. Я поднял руку и сказал, ребята, у вас есть шансы удержаться на камнях. Я вас обеспечу все, что вам нужно сделать. И за собственные деньги обеспечил то, что превратилось как бы в конечном результате в студенческий Майдан. Понятно, что ровно через 2 дня, если вы вспомните, даже через 2-3 дня на Европейской площади было пару, так сказать, людей без, как это называется, бомжи, да, значит, стояли эти колонки шикарные, но абсолютно не было людей. Потому что оппозицию никто не поддержал. Никто не поддержал. Но люди хотели перемен. И эти все люди были у нас. А вот дальше начались интриги, дальше начались всякие разные события, которые привели сначала к объединению Майданов. Они перехватили, фактически рейдернули наш студенческий Майдан, перекупили студентов и потом усилили это разгоном. Это на самом-то деле это была чисто технологическая вещь. Сразу вопрос В прямом важный. эфире по Интеру. Сразу вопрос важный. А если вы на тот момент работали в Министерстве сельского хозяйства, то как можно назвать этот, ну, то есть при власти Януковича, как можно назвать этот Майдан оппозиционным? Так у меня не был оппозиционный Майдан. Оппозиционный Майдан собрали оппозиционеры на Европейской площади. А это был студенческий Майдан. И при этом моя работа в Министерстве сельского хозяйства не имела никакого отношения как бы, к бюджетным деньгам. Это были мои деньги, собственные. Тем более, я был советником. Ну, то есть, фактически, как бы, я не был на зарплате у государства. Я никогда ни единого дня не работал на государство. Вот, с точки зрения зарплаты. Я всегда был бизнесменом. Я был депутатом. И делал всегда, как пытался делать хорошие дела. Так вот, моя задача была, как я себе это видел. Потому что я видел, что алчные, абсолютно непонятные личности в виде этой троицы пытались захватить власть. А я не хотел этого. Потому что я прекрасно знаю этих людей почти лично, многих лично. Да? Я понимаю, что они хотели того, что мы имеем сейчас. А мы этого не хотели. И я на самом-то деле считал, что
Так надо было поступить для сохранения мира. Потому что война уже в тот момент, она уже не была напрямую, но она уже витала в воздухе. Потому что правый сектор, к примеру, появился у меня на Майдане. У меня на Майдане появился. То бишь, я их знаю всех. Но, ну, как, так сказать, по спортивному, да, у меня правый сектор, ребята весили не больше 60 килограмм. А вот ровно с 1 декабря, когда начался европейский Майдан, понятно, что я какое-то время на Майдан не приезжал, но я приехал уже, когда начались такие массовые мероприятия, и фактически как бы я увидел, когда люди с нашивками правого сектора бутылку из-под шампанского с коктейлем Молотова бросали профессионально. Я понимал, что это профессиональные спортсмены, потому что бутылку из-под шампанского бросить на такое расстояние уже было невозможно. Потому что это люди уже были проплаченные, там были уже серьезные бюджеты, и это уже начался переворот. Откуда бюджеты? Ну, так мы уже все это об этом знаем. Об этом уже и Нуланд рассказали, и USAID, и всякие разные как бы люди, которые уже об этом сказали, сколько денег было потрачено. Деньги на Майдане были большие, на том Майдане, не на моем. У меня как раз это было все совершенно скромно. Если вы помните, на моем Майдане не было костров, на моем Майдане не было грязи. Я заставлял всех убирать каждый день. У меня были уборщики из студентов. Мы убирали за собой постоянно. Это было все цивилизованно. Но потихонечку это переросло в монстра. И прежде всего, я считаю, что наши контакты, когда я понимал, я начал понимать, что ситуация как бы очень-очень выходит из-под контроля, когда ко мне приехал Пашинский, это было при свидетелях, да, он пытался меня как бы дать мне как бы серьезную сумму денег, привез ее в сумке. И в сумке, да, клетчатой, как обычно, классика жанра, да, в клетчатой сумке притянул бабки, как он сказал, да, и говорит о том, что я тебе гарантирую место в Верховной Раде, значит, давай объединим Майданы. У нас был с ним конфликт, прямо конфликт, такой серьезный, при людях. Было сотни свидетелей этому. Мы очень сильно разругались. И когда я начал общаться, а я постоянно был на контакте с властями, потому что задача стояла как бы не допустить кровопролития. Ну, представляете, да, у меня сотни тысяч людей на улице. И понятно, что были контакты и с работниками милиции тогдашней, будущей полиции и так далее, потому что были постоянно какие-то ситуации, которые мы пытались эту ситуацию удерживать в мирном порядке. И когда я понял, что к чему все идет, я прямо проводил консультации и говорил, что ситуация выйдет из-под контроля, если вы сейчас не примете решение. И я тогда предложил, это звучало вообще космически, оно и сейчас космически звучит, потому что любые, так сказать, мои нарративы о том, что там забудьте об Украине, это, наверное, звучит как, наверное, как Жириновский в свое время говорил, да, но я абсолютно уверен, что об Украине уже надо забыть. Украина не будет существовать, она не останется. Так вот, тогда я точно так же сказал, что давайте сейчас это решение примем, потому что украинский проект, если мы его оставим и будем продолжать его сопровождать, приведет к войне. Я тогда предложил ввести чрезвычайное положение. Еще не было объединения Майданов. Точнее, в день объединения Майдана. Я предложил сделать объявить чрезвычайное положение, ввести прямую президентскую власть, остановить действие Конституции и объявить о создании нового государства. Конечно, это было не воспринято. Это было... На меня посмотрели как просто на, я извиняюсь, на больного на голову человека. Да? И они там начали делать какие-то определенные вещи. Ну, и все, что они делали, привело к тому, о чем мы знаем, то, что мы сейчас видим. И мы опять вернулись к разговору о том, что давайте делать новое государство. Только это было тогда, в 2014 году.
И если бы на тот момент интеллектуалы, такие как вы, Александр, и многие наши слушатели, поняли суть украинского проекта, и тогда, в тот момент, это можно было все сделать. И, кстати, когда Янукович убежал в Харьков, помните, такая ситуация была? Вообще интересный момент, как вы видите со своей колокольни, почему Янукович поступил так, как поступил? Давайте вот я подзакончу. Когда Янукович убежал в Харьков, и он собрал людей, ну, людей, там, на самом-то деле, наверное, из интеллектуалов был только Кернес, и то, если это можно назвать как бы интеллектуалом. Но на самом деле я Гену знаю очень хорошо, много лет. У нас с ним очень интересные многолетние отношения. Мы с ним всегда разговаривали на «вы». То есть, я всегда называл его Геннадий Адольфович, он мне всегда называл Денис Владимирович. Это всегда было у нас. Так вот, все остальные там, мягко скажем, были слабенькие. Да? И Янукович обратился к людям и говорят, как вы думаете, а может мы создадим новое государство? Как бы мы его назвали? Это прямой текст Янукович. Потому что я понимаю прекрасно о том, что вопрос не в названии, вопрос об идентификации. И вот тот мое предложение, когда оно было категорически отброшено еще тогда в 2014 году, хотя на самом деле это был шанс для нашей страны. Что касаемо Януковича, почему он уехал? Мне сложно как бы понять Виктора Федоровича. Я его знал. Не могу сказать, что хорошо знал, но у нас с ним были как бы ровные отношения, потому что я был многолетним советником Черномырдина Виктора Степановича. Ну, а они были друзьями. Ну, и понятно, что я Виктора Федоровича хорошо знал. Я был много раз у него, когда он был губернатором. Даже один раз в бане парил Виктора Степановича и Виктора Федоровича. Так получилось. Ну, не то, что там баня. Это было такая, без фанатизма, так сказать. Утром были переговоры, они там часто просто грелись, потому что по хорошим, так сказать, по правильным правилам, как бы, утром можно начинать такой с легкой такой баньки, знаете, ну, согреться, особенно зимой, для того, чтобы... Вот я был в такой атмосфере непринужденной. Почему он уехал? Ну, потому что, во-первых, европейцы кинули. Было подписано, и вы помните прекрасно, как верить европейцам, да, было же соглашение, значит, между оппозицией подписано и... Так а как кинули? Подождите. Вот смотрите, у всех в голове... мы сейчас перейдем на современность. Это прям очень важно. По поводу там государства, по поводу вот того точки перелома, да, и какая и сегодняшние определенные точки перелома. Смотрите, было же как? Вроде договорились, вроде все нормально. Да? Вот как понять, что европейцы кинули? Насколько это было понятно? Я знаю, многие люди сейчас считают, Янукович трус, Янукович мог бы там оставаться, мог бы в Донецке, мог бы в Харькове, мог бы повести себя по-другому. Крым бы Россия не забрала, если бы туда приехал Янукович, и там бы... Ну, в общем, можно же было и столицы переносить, можно было и развязывать абсолютно другую политическую борьбу, имея на руках вот эти гарантии европейцев. Поэтому Янукович трус, предатель. И сейчас, когда его периодически достают уже с новыми зубами, люди, ну, уже не так, конечно, смеются, потому что ностальгируют по временам, когда, ну, да, воровали, да, там было много несправедливости, но это не сравнится со временами большой войны, в которой сейчас находится Украина. Но тем не менее, что произошло? Поросюк вышел, сказал, мы едем в Межигорье там, убивать Януковича, условно. Ну, так, погодите, кто такой Поросюк? Кто вообще кто эти люди? Так испугался правого сектора? Ну, что-то здесь нечисто. Смотрите, опять же, я не был допущен внутренней, так сказать, ситуации, тем более вот это был уже февраль. И я уже был вообще, на самом-то деле, не участвовал в всех процессах, потому что для меня было абсолютно понятно, к чему это все находится. И я именно в феврале месяце поменял фамилию. Для меня была это трагедия, потому что я понимал, к чему это все идет. И когда мне один очень уважаемый человек
которого я уважал, действительно, да, и смотрел это массовое сумасшествие. Ну, конечно, это массовое сумасшествие не сравнить с тем безумием, которое происходит сейчас. Это было так, на тот момент это, мне казалось, что это что-то сверхъестественное, хотя сейчас это еще хуже, так сказать, с медицинской точки зрения. Так вот, этот человек сказал, человек с такой красивой украинской фамилией не имеет права иметь таких мыслей. И я тогда сказал, я не украинец. Я не хочу быть украинцем. Я прямо сейчас иду и меняю фамилию. Я ее изменил. Именно по этим причинам. Так вот, возвращаясь к Януковичу. Янукович, наверное, один из самых последних демократов на Украине. Интересно. Это звучит, наверное, это не характерно, но Янукович был демократом. Янукович чтил законы. По крайней мере, Конституция для него была каким-то, так сказать, документом. Хоть каким-то документом. Да, были всякие разные нюансы. Но, опять же, эти все нюансы, вы абсолютно правильно сказали, по сравнению с тем беспределом, который творится сейчас. На тот момент, Янукович великий государственный деятель по сравнению с этими мразями, которые сейчас находятся при власти. Так вот, понимаете, в чем вопрос? Янукович не хотел на себя брать кровь. Это первое, потому что он прекрасно понимал, что впереди гражданская война. И второй момент, очень серьезное, на мой взгляд, это главное краеугольный момент, это интриги в окружении. Потому что фактически, мое мнение, вот сейчас уже можно об этом говорить, о том, что это были разборки среди акционеров акционерного общества Украины. То бишь, когда внутри Украины были акционеры, и в тот момент, когда условно Янукович приходил к власти в 2010 году, были акционеры одни, а потом Янукович начал менять правила этих акционеров. Он начал вводить туда своего сына, сын начал вводить своих друзей, друзья начали вводить своих одноклассников, одноклубников, однокашников. И вся эта ситуация начала меняться. Из-за этого старые акционеры решили таким образом Виктора Федоровича, так сказать, поставить на место с помощью Майдана. Потому что они были уверены о том, что Майдан, они его удержат. Почему я считаю, что тогда мой Майдан закончился? Потому что у меня были взгляды государственного строительства. Меня будоражило мое сознание создать государство, в котором бы хотелось бы жить. А они хотели бабок. Они фактически это заговор, внутренние интриги, потому что правый сектор финансировался, мое глубокое убеждение, финансировался Донецким. Они его создали, они туда качали финансы, именно в такую жесткую историю. А потом это подхватили британцы. Британцы в основном, потому что мои студенты в основном британское посольство бегали. Американцы, наверное, там где-то были. Еще всякие разные европейцы. Но в основном там британцы рулили. А дальше, почему Янукович убежал? Я думаю, что он был абсолютно не уверен в себе. Он в тот момент не хотел брать кровь на руки. А он прекрасно понимал, что впереди это гражданская война. И, наверное, кто-то ему что-то подсказал из близкого окружения. Беги. Тебя сейчас убьют. Все это вместе. Что, как вы оцениваете, что было бы хуже? Гражданская война вот тогда, в 2014-м, или то, что сейчас происходит? Понимаете, если мы говорим о проектности, за который стоит бороться, вот я сейчас планомерно отстаиваю. В 2009 году это был мой первый подход к спортивному снаряду. В 2014 был второй подход к спортивному снаряду. В 2016 был третий подход к спортивному снаряду. Был подход в 2023 году. И вот сейчас я опять стою на этих же позициях. Я считаю, что мы должны создать новое государство на базе новой идентичности. Точнее, не новой, а фактически нашей исторической идентичности Киевской Руси. В нашем понимании это федеративная республика Рутения.
Почему Рутения? Ну, потому что Русь это общее слово. Я не думаю, что Русь мы можем как бы себе присвоить, ну, только на себя, да. Вот а Рутения – это латинское слово, фактически калька от России. Россия – это греческое слово, Рутения – это латинское слово, но это Русь, понимаете? И это является фундаментом. И проблема Украины в том, что они начали строить не на фундаменте Руси, а если строить на фундаменте Руси, то фактически мы все русские, и украинцы – это фактически люди, которые просто политическая нация. То есть рутены и украинцы – это один и тот же народ. То есть если бы Иван Франко или, например, Тарас Григорьевич Шевченко узнал, что они украинцы, они бы очень сильно удивились. Потому что Иван Франко был рутеном, а Тарас Григорьевич Шевченко был малорос. А украинцам они стали только в начале 19 века. И вот тогда интеллектуалы придумали, ну, Украина, это понятно, что это не придуманное слово, оно фактически историческое, да, окраина, как бы, она была всегда, просто окраина в Польше, и в Австрии, и в России, она была разная, да, но фактически окраина, как бы, есть окраина, да, и вот больше всего слово «Украине» сопротивлялись львовские историки. А первыми взяли харьковские исторические кружки, так называемые. Трактат «Незалежна Украина» – это 900 год. Это первые серьезные трактаты незалежности Украины. Это Харьков. Львов до последнего сопротивлялся. То есть, фактически, задача стояла из русских сделать украинцев. Я считаю, что сейчас для того, чтобы вылечить нас всех, мы должны из украинцев стать русскими. Русскими, рутенами, русинами, блядь, кем хотите. Но на самом-то деле мы должны стать на основу Киевской Руси. Потому что в этом и есть главная проблема нашей проблемы. Потому что если убрать комплексы, убрать вот это безумство какое-то, то есть у меня огромное количество моих знакомых сейчас воюет. Ребята, которые ну, в быту, которые ненавидят на самом деле киевскую власть, которые к Украине относятся, ну, мягко говоря, как бы всегда очень так, знаете. И когда я с ними разговариваю, зачем? Ну, они сами не понимают. Это просто помешательство определенно. И если сейчас интеллектуалы могут этот вопрос обсуждать, если этот вопрос, это единственный вариант оставить государственность. Потому что на самом-то деле мы сейчас должны об этом думать. Что мы готовы? Сохранить украинцев, украинскую нацию и войти в состав Российской Федерации, как украинцы, ну, как буряты, как, не знаю, там, чеченцы, как татары там, и так далее. Но быть украинцами. Или все-таки попытаться сохранить государственность. Да, она должна быть союзная. Да, должно быть адекватная. Потому что в доктрине Российской Федерации там все очень просто. Границы должны быть или друзья, или как минимум нейтральные страны. На деле. И мое мнение, государство надо сохранять. Но украинская государственность – это опасный коктейль, который на самом-то деле нужно остановить. И те огромные потери, которые теряет наш народ, это фактически как в блинах мертвая вода и живая вода. Помните, для того, чтобы оживить героя, нужно было налить из бутылочки мертвую воду, чтобы раны заросли, и дать живую воду для того, чтобы он стал снова прекрасным витязем. Вот сейчас приходит такая-то история. Вот это мое такое внутреннее Смотрите, мнение. вы не одинок в разных вариантах и градациях, и разных вербальных конструкциях это уже есть. Там, у Артема Дмитрука, даже Арестович у Собчак об этом говорит. Ну, фактически. О том, что есть славяне, там, давайте там, все покаются, мы уберем проектность да, анти-Россия. Однако это все кажется абсолютно неосуществимым сейчас, на данном этапе. Самый главный вопрос, да, вот по поводу Федеративной Республики Рутения, это граница.
в каких границах может быть эта республика? В чем ее смысл ее федеративности? И самый главный вопрос. В, на этом этапе, особенно когда сейчас запускают период размена, а он уже давно идет, просто сейчас это делают более ярко, и на этом делают, как вы выразились в начале шоу, я имею в виду, мы сейчас влупим по вашим ТЭЦ, а мы по вашим, а мы вот здесь сейчас будем, да, и, в общем, там, возьмем оружие, вперед, ура, агикей, вообще не до того, чтобы условно переформатировать государство. И люди, которые вот это предлагают, они враги и среди русских, россиян, давайте так, да, и среди украинцев, которые сейчас там без света хоронят, и, в общем, и над которыми стоит Зеленский, и, так сказать, ими правят. Мой покойный дедушка, царство ему небесное, был очень мудрым человеком. Он говорил, если очень некогда, надо сесть и посидеть. Сейчас как раз то время, когда интеллектуалы способны сделать серьезные изменения. Понимаете, в чем вопрос? Если мы хотим сохранить государственность, мы должны понимать о том, что Российская Федерация потерпит на своих границах или союзников, или как минимум нейтральные страны. Потому что это должны быть или друзья, или нейтральные страны. Всех остальных они будут вычищать. И в данном моменте о каких границах? Да, границы все понятны. На сегодняшний день Украине нужно забыть. Или, например, Рутении нужно забыть за Херсон, за Запорожье, за Донбасс и за Крым. Потому что почему-то тоже вот такая же история. Значит, рассказывали о том, что, значит, когда в Аляске, помните, встречались лидеры, и они говорят, вот, было предложение, значит, выйти из Донбасса, а, значит, Зеленский на это не пошел. Там вообще не шел речь о Донбассе. Там шла о конституционных границах административных, которые находятся в Конституции Российской Федерации. Херсонская область, Запорожская область, Донецкая, Луганская область, Крым. Вот о чем шла речь. Даже здесь обманули. То есть, фактически, эти области, это уже Российская Федерация, надо это понять. Второе дело о том, что если Крым, например, российский, но как в свое время мы совершенно россияне совершенно спокойно ездили в Крым, точно так же мы, например, можем совершенно спокойно ездить, точно так же загорать в Крым, и я думаю, что не будет никакого, ни полуслова. Значит, какая разница в современном мире, кому принадлежит Крым? Ну, тоже в этой ситуации. Уже все, эта история уже прошедшая. Эти области мы уже потеряли. Из-за этого, мое понимание, Рутения – это государство, которое можно создать по принципу американских штатов. Если вы вспомните, что штаты создавались как фактически британские колонии, которые пошли, значит, в бунтарство, сейчас это называется сепаратизм. Значит, всех лидеров Американской Республики они все были открыты на них по сегодняшним, значит, по сегодняшнему сленгу уголовные дела за, значит, держзраду, и приговорены все к повешению. И Вашингтон, и тот же самый Франклин, почтальон, все они были, так сказать, британцами приговорены к повешению. Но они создали государство. И они за него боролись. За те права, за те ценности, которые они создали. Так, подождите, а какие ценности? Вот смотрите, опять-таки, я возвращаюсь, да? Момент государственный. Вынь военное положение сегодняшней Украины, рухнет система. Момент идеологический. Вынь Майдан, которому мы посвятили сегодня такой хороший кусок программы, рухнет, в принципе, набор ценностей. Это сразу превратит в безжизненное пространство. И Нет, будет не разброд так. и шатание. Александр, нет, не так. Дело в том, что в данной ситуации, если, предположим, опять же, мы это же уже гипотетически говорим, да, о том, что ФРР появляется, то это должно
СВО российское должно закончиться, российская армия должна выйти из территории ФРР, а армия Рутении должно продолжить антинационалистическую контроперацию по вычищению незаконных бандформирований. То есть в данной ситуации я считаю, что люди, которые живут на территории, в основной своей массе, они абсолютно адекватные. Просто они находятся в вакууме информационном и не понимают вообще выхода. Потому что на сегодняшний момент есть обратите внимание, есть два варианта развития событий. Или мы будем должны воевать за Украину и все погибнуть, или мы должны стать частью Российской Федерации. Люди, которые находятся по ту сторону баррикад, они не хотят быть россиянами. И в этом есть основной вопрос. Ну, вот я разговаривал, знаете, у нас трагедия была там в семье, там, значит, один наш друг, точнее, наша подруга, значит, сын написал рапорт и в 21 год ушел добровольцем из Харькова. И мама была у нас в гостях, и она говорит, ну, поговори с ним, ну, ты же его с детства знаешь, ну, поговори с ним. Ну, я говорю, ну, он решение уже принял, что я могу сделать? Ну, поговори, ну, поговори, ну, поговори. Ну, беру трубку, разговариваю, говорю, зачем ты это сделал? Знаешь, какой ответ? Он говорит, я ненавижу Киев. Я вообще к Украине не имею вообще никакого отношения, потому что я считаю, что это абсолютно коррупционное государство, в котором бы я не хотел бы, чтобы жили мои дети. Это мальчик говорит 21 год. Но, говорит, у меня погибли мои друзья, и мне надо отомстить. И вот эта мотивация его ухода на фронт. Сейчас он уже все осознал. Очень быстро повзрослел. Он начал рассказывать всякие разные вещи, например, о том, что, например, столкнулись с такой ситуацией, когда этот ребенок в 21 год говорит о том, что я хочу себе бронежилет. Я говорю, а вам что, не выдают бронежилеты? Он говорит, выдают, но на самом-то деле самые ценные бронежилеты это с погибших вагнеров. То бишь покупают плиты Вагнера для ВСУ. И покупает их там с какие-то деньги, там что-то там $2000, ну, что-то такого плана. Бронежилет стоит Вагнера. Вот это эпизод как бы войны. Понимаете? То бишь он идет мстить за своих друзей, а не за Украину, не за Зеленского, не дай упаси Господи, не там за Киев, там, не за какие-то моменты. Он идет мстить за друзей и покупает за свои собственные деньги бронежилет Вагнера. Вот в этом есть суть как бы украинского конфликта. Его нужно в срочном порядке останавливать, и мы должны понимать, что если мы хотим сохранить государственность, мы должны понять, из-за чего произошел этот конфликт, первопричины этого конфликта. А первопричины конфликта, мое внутреннее точное понимание о том, что это в тот момент, когда русские люди захотели стать политическими украинцами. И в этом есть первопричина. А от этого идет все остальное. Такая, как бы... Вот. Завершить наш сегодняшний разговор я бы хотел вашим мнением о Зеленском. Зеленский будет стоять до последнего. И он это продемонстрировал. Не сбежал же, или как его назвали, Боннефтик. Глубоко несчастный человек. Если у человека есть раздвоение, это уже человек несчастный. А у него расстроение, расчетверение. У него здесь одно, вот здесь другое, вот здесь третье, делает четвертое. Перепуганный, понимая прекрасно о том, что это фактически преступление. И вот когда, знаете, когда наркоманы идут, много так, всяких разных таких вот по сводкам, идут таких вот моментов, когда там наркоманы идут грабить каких-то пенсионеров, значит, ради там какого-то там шприца, да, и для того, чтобы за собой зачистить свидетелей, почему-то сжигают дома. Вот они так что-то считают, что это им поможет, да. Вот здесь, извините, но я вижу точно такая же аналогия. То бишь поджег собственный дом для того, чтобы скрыть следы преступления.
Рулафот был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Спасибо вам. Друзья, напишите в комментариях, что думаете, насколько интересен был разговор, на чем вы особенно сакцентировали бы ваше внимание. И самое главное, берегите себя и друг друга. Добра и света. Увидимся.